Ну все, братцы, погнали. Если честно, мне давно хотелось попробовать зайти на Белуху, но все как-то не складывалось. А вообще дождь в дорогу – это к счастью. И вот наконец-то проклятый коронавирус заставил нас всех сидеть дома в России. Оставалось только дождаться, когда для голосования по поправкам откроют Горный Алтай. Путь к Белухе сам по себе отдельное приключение и отдых. По хорошим дорогам с 2 ночевками. Есть время выспаться, если ты не за рулем. Познакомиться и поболтать. В первый день мы проехали около 1000 и ночевали где-то в полях за Омском. Белуха вот у меня ассоциируется с чем-то таким, вот знаешь, попросить, помолиться, заслужить. Там есть какие-то легенды там про нее или что? Ну, там же место силы, вот эти вершины Белухи, там корона, западная, восточная Белуха, там какой-то треугольник, который дает сгусток энергии, космической энергии, там же люди ходят туда, черпают эту космическую энергию. У нас тут есть Сергей, большой любитель праны, вот, он расскажет, как черпать эту энергию. Напрямую, вот. Прямо лысиной, из космоса. Из каких-то обрывков памяти мне было известно, что Белуха гора непростая, не в смысле технической сложности маршрута, а в смысле той ауры и эзотерики, которые окружают священную гору, место силы. Где-то здесь находится вход в Шамбалу, где-то здесь Рерих писал свои лучшие полотна, где-то здесь есть волшебная страна Беловодья, где все равны и счастливы. Пойдем со мной, бежим со мной, летим со мной, летим. Рискни, приятель, пусть ворон каркал, черт с ним. Вот так в бескрайних полях Омска и начинается наше восхождение на Белуху. Говорят, что люди, побывавшие у этой горы, получают заряд бодрости и здоровья. С ними происходит энергетическая чистка организма и другие чудеса, обещанные многочисленными источниками в интернете. Забудь о прошлом, я вижу весны нам к ним. И в этот раз тоже все наоборот. Я спустился с победы, с пика победы, вернулся, и Таня забеременела. И родился мальчик. Вот. Вот так вот, друзья. Пока Руслан ехал на Белуху, у него родился сын Артем. Поздравим его вместе. Поздравляем. О, запах-то какой! Красота! Да. Душевно. Прибыли Заночуем. Вообще на сказка. вторую ночевку. Ночной тропою, встречая зори, купаясь в облаках, преград не зная, тоску сжигая в кострах. У тебя сегодня, пока мы ехали по дороге, произошло важное событие в семейной жизни. Ты второй раз стал папой. И второй раз это произошло в дороге. Поздравляю. Навстречу солнцу вернуть колодцам тьму страх.
Начинается третий день нашего путешествия. Мы едем по скошенному конопляному полю в Горно-Алтайск. На Беловодье надобно ехать через Урал на Сибирь, до города Бийска и далее. Потом путь пройдет через горы каменные, снеговые. И тут есть деревня Уймон. И есть люди тут, которые поведут дальше. Ну что ж, поедем и мы. Прикоснемся к тайне, попробуем Беловодье на вкус, станем равными и счастливыми. Привет. Все нормально, я смотрю, да? Уральские линии вовремя. Дима. Ага. Дима. Да, слушай, вообще, четко без проблем. Через Усть-Ткан, ну так и есть. Усть-Кокса, все верно. 373 километра. Во сколько прибытие? 5 часов? 6 6 часов. вечера. Ну, плюс покушать в 7. Я так и сказал, что мы в 7 будем. Там дорожка. В аэропорту Горно-Алтайска встретили 4-го участника и отправились в Тюнгур, поселок на берегу Катуни, откуда стартуют все экспедиции к Белухе. Если бы не пробитое колесо и связанные с этим остановки, подкачки и шиномонтажки, мы добрались бы засветло. Нет, да, возможности? Все понял. Ладно. А где ближайшая? Он в командировке, его дома нет. Следующая шиномонтажка в Усть-Коксе. Доедем. Все. Ехали мы, ехали. Не знали горя. 5. А теперь нам приходится каждые 15 минут останавливаться и подкачивать это колесо. Вот это цивилизация. Есть шиномонтаж, и он открыт. Там горит свет. У нас безвыходная ситуация. Может, вы нам все-таки сделаете, а? Очень надо. Респект мужику в Усть-Коксе. Рекомендуем его шиномонтажку дешево и качественно. Застава на клюшку. Да, граница на замке, застава на клюшку. В довершении ко всему, погранпропуска мы тоже не получили. Это здесь час ночи. А у нас в Екатеринбурге еще 11 вечера. Итак, нас, свободных и счастливых, ищущих Беловодье, набралось 4. Сергей Породнов был тут почти 50 лет назад, в 1971 году, школьником в одном из своих первых походов. Руслан Калунин был тут дважды и оба раза взошел на Белуху. Вот, поэтому, друзья, никому не советую идти на Белуху пешком. Дмитрий Галаганов, новичок в восхождениях, за плечами только Монблан, но зато большой спец по Алтаю, особенно по алтайскому меду. Что, шли мы, шли. Некоторые еле-еле дошли. Но тем не менее мы поднялись на Монблан. И Дмитрий Синицын, ваш покорный слуга. Я выбираю дорогу к маю среди холодных дней. В Тюнгуре мы разместились на базе Высотник, сразу же за новым мостом через Катунь. Раньше на этом месте был подвесной деревянный мост. Представляете? Я нет. Подвесной деревянный мост, по которому ездили грузовики через такую реку. Почти как в Сан-Франциско. Надо сказать, база замечательная. Персонал, сервис, все на высоте. Рекомендуем. Здесь, вот на этой базе, был вот только вот этот турприют. Какой? А вот. Ага. Вот этого вообще ничего практически не было. Вот вообще, ну я не помню. Вот это? Поляна. Турприют? Да. Хороший домик. Утром Руслан поехал за погранпропусками в Усть-Коксу. Была суббота, и мы, конечно, порядком грелись, как бы не остаться без пропусков на выходные. Руслан звонился, пропуска ему выдали. Yes, летим на Акемское озеро. Ну что, кинули тебя пограничники или нет? Нет. Пограничники оказались очень хорошими людьми. Вошли в положение, нашли нужную женщину. И она выписала пропуск абсолютно официально. Я заполнил все документы, какие надо. Круто. Что такой коллективный Вот из этой бумажки мы сожгли
30 литров бензина. Теперь оставалось самое главное – впихнуть 4 человек с грузом в маленький Робинсон и оторваться от земли. Руслан решает, как можно быстро похудеть на 80 килограмм. Нет, на самом деле... Четвером на 80, это всего по 20 набрано. Как запихать невпихуемое в вертолет? Ну, впихуемое, Оно плохо впихуемое. вес... Да нет, впихать, мне кажется, мы впихнем. Поэтому давайте так, мы грузимся, если он летит, значит он летит. Если не летит, значит начинаем что-то выбрасывать. Пойдем. На самом деле Руслану сказали, что вертолет берет 450 килограмм вместе с пассажирами. А сейчас нам говорят, что только 350, но с натягом 400. А у нас 487 килограмм. Придется поменьше заправлять топливо, наверное. А сколько тут максимальная заправка топлива? Ну, 300 литров. А расход у него? Часов на 5, да? Нет, часа на 3. То есть 100 литров в час, да? Так, это мои наушники. Ваши вот все норовят меня их стащить. Пусть снег блестит, во мне свинит ручей. Дышу весной, пойдем со мной скорей, скорей, пойдем. В итоге вертолет покряхтел, покачался, потрогал стрелкой красную зону указателя давления во впускном коллекторе, но пилот сказал ему «хватит», и мы взмыли в небо. И тут я мгновенно влюбился в Горный Алтай. Мне захотелось вернуться сюда как можно скорее, походить по этим лесам, искупаться в этих реках, взобраться на эти горы, которые сверху выглядели как мягкие плюшевые игрушки. Пойдем со мной, бежим со мной, летим со мной, летим. Рискни, приятель, пусть ворон картал, черт с ним. Я слышу птиц, я вижу птиц над ним. Пойдем со мной. Пойдем со мной. Тот путь, который раньше шли 2 суток под тяжелыми рюкзаками, по колено в грязи, на тропе, истоптанной лошадьми, между горным склоном и ревущим Макемом, весь этот путь мы проделали за 20 минут, наслаждаясь красотами Алтая.
Вертолет даже не глушил двигатель, забрал груз и пассажиров и улетел вниз. Нас встретила симпатичная девушка, администратор базы Верхний Высотник. Ну чё, поздравляю вас! Здрасте! Оказывается, лететь на вертолете-то легче, чем пешком идти. Я администратор базы. Сейчас берите, да, что можно, остальное мы донесем. Давайте. Мы сами донесем. Сейчас полетели. Пойдемте. Долетели отлично. Вот 200 метров до базы Верхний Высотник. База Верхний Высотник расположена на территории горного приюта Аккем. Здесь много домиков, стационарных палаток и мест под ваши палатки. Есть туалет с настоящими унитазами, баня и кафе. Есть даже аил, деревянная юрта с костровищем в центре, куда рекомендуется заходить со своими дровишками. Наш домик. Круто. Телепортация, реальная телепортация. Вот я, чтобы вот здесь находиться, надо было пешком через Кузуяк с 2 ночевками обычно. Ну бывало с одной, но это редко. С 2 ночевками. Шли сюда, приходили. О, прана. О, почти белуха. Прячет в ресницы смех без причин, ловит круги румян невод. Ворот лисицы в медь приручил, бросил щепу времен мне ведь. Остаток дня мы провели, слоняясь по окрестностям, впитывая прану и плавно акклиматизируясь. Снизу приходили люди большими и малыми группами, уставшие и грязные, но свободные и счастливые. Угли жаровен, трудно винить, не заломить опять брови. Час был неровен, лопнула нить, не уронить до пят проведь. Плакать пришлось всерьез, как не хотел гостей угощать, ветрами пролилось имя твое, хрусталь горжать. Белые воды Аккема неслись через камни и лесные тропы вниз, к своей старшей сестре Катуни. Белуха была скрыта за облаками, я вглядывался вдаль, и мне казалось, что вот оно беловодье, где-то здесь рядом, перед озером или за ним. Вы чё, братцы, у вас будильник не сработал? В общем, вот столько барахла вчера привез вертолет вместе с нами. Сегодня мы это все завешиваем. Утром распределили по рюкзакам общественную снарягу и пошли завтракать. Основная фишка этого завтрака – земляничное варенье. Основная фишка — солнце за окном. Тишина, никого. Ты видишь, сердечки вам тут, из сахарной пудры, с какой любовью приготовлен завтрак. Культурно. Красота. Вообще. Приезжайте на базу Высотник. Хорошо тут, но нас ждут другие подвиги. Уходить не хотелось. Долго прощались и говорили спасибо за гостеприимство. Спасибо вам большое. Спасибо, очень вкусно, очень все душевно. До свидания, до встречи. Мы на связи, да. Ну, пойдемте. Куда нам идти? Веди нас, Сусанин. Не зареветь к добру, все пропадет в зеленой челме. Прочь и женята без рукавиц в росе вечереть. Видеть стремились
Долго ли, коротко ли, вышли к Акемскому озеру. Я думал, вот оно Беловодье, где-то здесь вход в Шамбалу. А нет, оказалось пограничный пост. Паспорт давай. Запрещается осуществлять фото- и видеосъемку пограничных нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений и других объектов пограничных органов, а также фото- и видеосъемку территории сопредельного государства, разговаривать с лицами, находящимися на территории сопредельного государства, принимать от них или передавать им какие-либо вещи или сигналы, вести стрельбу.